Дикая природа – естественный дом для всех животных, однако немногие имеют возможность увидеть этот мир с самого рождения и ощутить вкус настоящей воли. Когда стальные двери открываются, эти создания впервые вдыхают запах раздолья и делают шаг туда, где начинается жизнь, в мир, о котором, возможно, даже не мечтали. Многие из них раньше никогда не видели неба. Посмотрите, как много радости в глазах животных, когда их впервые выпускают на свободу. Благотворительная организация выпускает медведя по имени Рикки на свободу. Сотрудник потом рассказал, что это были волнительные и незабываемые моменты. Муравьед Тамандуа выходит на свободу. Слегка прищуривая глаза, он глубоко вдыхает свежий воздух и наслаждается запахом листвы. Он делает несколько шагов, разводит свои лапки в стороны и не может поверить в то, что теперь полностью свободен. Толсторогие бараны замерли в ожидании, когда их наконец-то выпустят из прицепа. Организация по защите животных осуществляет восстановление некогда многочисленной популяции толсторогих баранов. Их целью является укрепление местных стад очень красивых и милых представителей фауны. Экологи хотят выпустить на свободу амурских тигров, которых нашли местные жители. Тигры были очень истощены и ослаблены от голода, поэтому их содержали в специальном питомнике, где за ними ухаживали зоологи. С самой ранней весны добрые люди растили осиротевших оленят. Несколько месяцев они ежедневно кормили и заботились о них, а теперь, когда олени подросли, выпускают на волю. Олени выходят с некоторой осторожностью, но они будут жить на частной территории и пребывают в полной безопасности. Это трогательное видео, на котором обезьяну выпускают на свободу, и она первый раз в жизни увидела небо, так как целых 28 лет провела в клетке. Ее встретил и обнял альфа-самец шимпанзе, и теперь обезьяна будет исследовать новый для себя мир – остров площадью 3 акра. Двух тигров спасли забравшие из плохих условий, так как они находились в грязной и обветшалой клетке. Благодаря Международному фонду защиты животных тигры были переданы в заботливый новый дом. Их принял зоопарк, который называется «Безопасная гавань». Посмотрите, как эта кошка радуется новому дому и новой жизни. А это медведь Таффи, которого освободили с фермы по сбору медвежьей желчи. Теперь Мишка от радости прыгает в бассейне заповедника во Вьетнаме. Выпуская лисицу, хозяин совсем не ожидал, что та обернется, как бы сказав ему спасибо. В национальном парке Куна в свободную жизнь выпускают двух самцов-гепардов. Когда двери клетки открываются, гепарды будто пробуждаются от сна и делают осторожный шаг в безграничную степь, наполненную запахами ветра и жизни. Всего лишь одно мгновение, и эти кошки вновь становятся частью дикой природы.
Когда дикое животное выпускают на свободу, его инстинкты не исчезают, потому что они заложены природой. Врожденные реакции позволяют быстро распознавать опасность, искать укрытие и ловко прятаться. Тигра, который пробрался в одну из деревень Индии, поймали и вновь выпустили на свободу. Мужчина выпускает в воду королевскую кобру. Это самая длинная ядовитая змея в мире, и ее длина может достигать 5,5 метра. Она питается в основном другими змеями, индийскими кобрами и крайтами. Эта рептилия отлично плавает и может охотиться в любых водоемах. Когда обезьян выпускают на свободу, то они стремительно выпрыгивают наружу с такой силой, будто воздух наполняется живой энергией. Радостные крики обезьян, а также ловкие прыжки превращают пространство в вихрь движения и жизни. В такие минуты словно просыпается сама природа. Тигр совершает прыжок в реку Западной Бенгалии. Он был пойман после того, как заблудился и зашел в деревню. Теперь в безопасном месте его снова выпустили на волю. Орангутанга хотят выпустить в природу, а он предчувствует это всем своим нутром и никак не может дождаться своего часа. Когда орангутанга выпустили на волю, он первым делом перевернул клетку. Его движение было резким, но в то же время таким уверенным, будто он давно этого ждал. Этот жест был не вспышкой ярости, а торжественным заявлением, что он больше не принадлежит ограничению и страху. Вот так обезьяна показала миру и себе, что ее сила в свободе, а не в клетке, которая держала ее прежде. А на этих кадрах довольный и счастливый пушистый опоссум, которого выпускают на свободу. Посмотрите, сколько радости в его глазах. Этот милый зверек питается в основном фруктами и цветочным нектаром. Маленькие грациозные антилопы Кууду теперь освобождены и наслаждаются жизнью. Они прыгают очень плавно, красиво и как бы воздушно, что привлекает почти всех, кто за ними наблюдает. В аргентинских горах выпускают анского кондора, который проходил длительную терапию в зоопарке Буэнос-Айреса. Зрелище впечатляющее, учитывая, что размах крыльев этой птицы достигает 3,5 метра. А так встретила свободу рысь и тигр. Когда медведей выпускают из транспортного бокса, они ведут себя осторожно, и это их естественная защитная реакция. Медведи умные и очень чувствительные животные. А при выходе в открытую среду они сначала оценивают обстановку, пытаются понять, есть ли рядом опасность, а также пытаются учуять запах других животных. Любое неизвестное пространство заставляет медведя вести себя максимально аккуратно.
Мужчина выпускает на свободу енота. Увидев родные места, енот помчался к ним без оглядки, только его и видели. Ярким солнечным днем в естественную среду обитания было выпущено 23 миллиона королевского лосося, которого вырастили на рыбоводном заводе. Животные созданы для жизни в дикой природе, и когда железные двери открылись, сибирский тигр, выпрыгнув из клетки, явственно продемонстрировал свое стремление к свободе. Спасибо за просмотр, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.